Мы в эфире? Есть эфир? С самого начала готовились к худшему, поэтому я надеюсь, вы спокойно воспримете то, что я скажу. Всем привет! У вас тоже такое настроение из-за коронавируса? Он задел все страны и, к сожалению, не обошел стороной Австралии. В школу пока еще мы ходим, но с каждым днем в классе у нас все меньше и меньше человек. Тебе сегодня сколько было? 12 из 28. А сколько у тебя? У меня было 14 из 27. Но мы ходим в государственную школу, а некоторые частные школы уже перешли на онлайн-обучение. У нас же отменили только последнюю неделю четверти. И теперь вместо 2 недели у нас было 3 недели отдыха. Ура! Вторая четверть под большим вопросом. Возможно, что мы перейдем на онлайн-обучение. Если вы нас не знаете, я Данил. Я Настя. Сегодня мы вам покажем, что изменилось в нашей жизни с приходом коронавируса. Пам-пам-пам. Смотрите, подписывайтесь и ставьте лайк. Это мой папа. Папа, скажи, пожалуйста, где ты работаешь? Я работаю в строительной компании. Мы строим дома. А что-то изменилось в твоей работе из-за коронавируса? Коронавирус повлиял на все сферы деятельности человека в Австралии. Количество работ сократилось, но несущественно, так как мы выполняем заказы, которые были подписаны несколько месяцев назад. В самой работе, конечно, ничего не изменилось, кроме того, что у нас на сайтах проверяют температуру. Прогнозы. Абсолютно никаких прогнозов никто не может дать, так как на данный момент новые заказы не подписываются. То есть, что будет через несколько месяцев, через месяц, через 2, через полгода, никто не знает. Это моя мама. Мама, пожалуйста, скажи, а кем ты работаешь? Я учитель. Я обучаю английскому языку иностранных студентов, которые приезжают в Австралию с целью поступления в университет. И по субботам я преподаю русский язык в русской школе. Мама, а что-то изменилось у тебя в работе из-за коронавируса? Во-первых, у нас сократился поток иностранных студентов с начала учебного года, что как результат отразилось на количестве рабочих часов. И, во-вторых, мы перешли на онлайн-обучение. Цена за бензин до пандемии была около 170 центов за литр. Сейчас она упала до уровня 97 центов. И пока мы делали это видео, стоимость дошла до 92. Такую цену в Австралии мы видели 4,5 года назад. С продуктами питания перебоя нет. В принципе, купить можно все. Есть некоторые ограничения на покупку избранных продуктов, ну, например, яиц, макарон, муки, сахара, молока. И нет, конечно, в свободной продаже туалетной бумаги и мыломоющих средств для мытья рук. За ними нужно побегать, ну, например, прийти к открытию магазина и зайти туда в числе первых. Как мы используем туалетную бумагу до коронавируса? Как мы используем туалетную бумагу сейчас? Как мы мыли
руки до коронавируса. Сейчас я вам покажу, как нас в школе учат мыть руки. Руки надо мыть 20 секунд. Это очень долго, поэтому нас учат петь песенку. First you give your hands a little rinse, rinse, rinse. Then you give your fingers little soap, soap, soap. You rub it in the back of your hands, hands, hands. We milk the cow. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then we scratch the puppies, puppies, puppies. Then we scratch the puppies, puppies, puppies. Then we give the piggies a little shower, shower, shower. We rub them, rub, rub, rub. Then we dry the little piggies, piggies, piggies. Now our piggies are all clean, clean. Не переключайтесь, дальше будет интересно.
Мы попытались описать ситуацию на данный момент. Но ситуация меняется каждый день. Мы будем держать вас в курсе.